Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня 8 совершенствами, которые дает мистическая йога, или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного — находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды к Шри Чайтанье Махапрабху с аналогичной просьбой обратился Васудева Датта. Он хотел, чтобы Господь немедленно даровал освобождение всем живым существам. Васудева Датта сказал, что если они недостойны обрести освобождение, он готов взять на себя их грехи и страдать за них, лишь бы Господь спас их. Поэтому вайшнавы называют парадукха-дукхи. Иначе говоря, его очень огорчают чужие страдания. Поэтому вайшнавы всегда делают что-то на благо людей. Давайте все вместе прочитаем. Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня 8 совершенствами, которые дает мистическая йога, или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного — находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений. Om Adhyantimirantasya Dhyananjana Shalakya Chakshuramritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovestam Sahitanena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Svavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttarapadakamba Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagradatam Sadevam Sarvaitam Sarvadutam Parijana Sarikam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadam Sarvana Varita Shri Chakran Vitamsha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinavaru Jagapate Gopisha Gopika Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudare Pranamami Jagadipriye Vancha Kalpatarvyasya Vivasidu Devasya Vajitanam Bhavandeyo Vaishnaveyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. People have festivals in material life. We have festivals in spiritual life. В материальной жизни у людей бывают разные фестивали, и у нас в духовной жизни тоже есть фестивали. It is said in the Vedas, Utsava Priya Manava. Utsava Priya Manava means that festivals are very dear to people. В Ведах говорится Утсава Прия Манава, что праздники, фестивали очень дороги людям. So devotees love festivals, therefore we have regular festivals. Преданные тоже очень любят различные праздники и фестивали, поэтому у нас часто бывают эти праздники и фестивали. Actually, the devotional path almost every day is a festival. На самом деле, на пути преданного служения каждый день, практически каждый день для нас как праздник. We have many festivals, medium festivals and major festivals. У нас есть много небольших фестивалей, потом среднего размера фестивалей и больших фестивалей. Like the big major festivals like Anapa, Mayapur, Vrindavan. У нас есть такие большие фестивали, как фестиваль в Майяпуре, во Вриндаване, в Анапе.
And then you have medium and small festivals. Затем есть фестивали поменьше и совсем маленькие. But the purpose of these festivals is to enliven each other, to pursue spiritual goals. Но цель всех этих фестивалей в том, чтобы просвещать друг друга, вдохновлять друг друга для того, чтобы преследовать духовные цели. Just like the purpose of the Sankirtan festival is to enliven each other about the importance of Sankirtan. Как, например, смысл этого фестиваля Санкиртаны вдохновлять друг друга для того, чтобы мы все поняли, насколько важно распространять книги. Materialists celebrate festivals by getting drunk and dancing with a band and so on. Когда материалисты устраивают какие-то праздники, фестивали, они, как правило, напиваются в стельку, потом танцуют под оркестр какой-нибудь. And devotees celebrate festivals by glorifying the Lord and hearing about the glories of devotional service. Но когда преданные устраивают фестивали, они делают это, прославляя Господа, служа Ему. So one group wants to get intoxicated with material things, the other group wants to get intoxicated with spiritual subject matter. То есть материалисты хотят быть опьянены материальными способами, а преданные стремятся к духовному опьянению с помощью духовных тем, духовных предметов. I remember 1 or 2 years ago, we were having a program in St. Petersburg in one of the halls, and in the next hall, it was a rented hall, and the next hall there was a big mature Karmis party going on, the band playing and liquor and people doing ballroom dancing. Как я помню, пару лет назад мы были в Санкт-Петербурге, и там лекция проходила в арендованном зале, и в этом помещении было несколько залов, и в одном зале была наша программа, а в другом зале у Кармик был какой-то праздник, тоже какая-то там вечеринка, танцы, вино, оркестр играл, что-то там такое было. And since they didn't have soundproof doors, our Kirtan boys were going into their ballroom dancing and their band was coming in, their noise was coming into our Kirtan. Поскольку стены там были не очень звуконепроницаемые, звуки киртана проникали к ним, а звуки их вечеринки к нам проникали. And I could see that and devotees in our hall with us, there was a side kirtan going on, they were all dancing. И шел киртан, и преданные все танцевали. And people from the neighboring halls were coming and saying, how are these people dancing? They aren't getting drunk, they aren't thinking, they don't have women holding their hands, how are they dancing? They couldn't. Many of them were inquiring, what is it that's making people dance? Из другого зала заглядывали, очень любопытно им было, почему там люди танцуют, при этом не выпивая, и женщин за руки не держат, но все равно танцуют. Что же их вдохновляет танцевать? Они даже задавали такие вопросы. Почему вы танцуете? So, devotees enjoy when the Lord is being glorified, and that's what inspires them to dance. Вот преданные наслаждаются, когда прославляют Господа, и именно это вдохновляет их танцевать. So the verse we read today is a prayer being offered by a great devotee called King Rantideva. Стих, который мы читаем сегодня, это молитва, которую вознес великий преданный царь Рантидева. The Srimad Bhagavatam is full of prayers. В Шримад Бхагавата очень много различных молитв. Actually, you can say it's a prayer book. Можно даже сказать, что это молитвенник. Where different devotees are offering praise, glorifying the Lord. Различные преданные возносят молитвы, прославляющие Господа. And different devotees are offering prayers, aspiring, begging for the Lord's benediction to achieve certain goals. И также преданные молят Господа о милости для того, чтобы обрести Его благословение для достижения разных целей. The prayer that we're reading today is being offered by a king called King Rantideva. Итак, эта молитва, которую мы читаем сегодня, вознес царь Рантидева. Rantideva was noted as a very compassionate devotee king. Рантидева славился своим
щедростью и сострадательностью. Previously, the world was ruled by saintly kings known as Rajarshis. В прошлой эпохе землей правили святые цари, которых называли Раджариши. And the saintly kings knew their duties and the duties of citizens. И эти цари, святые цари знали в совершенстве свои обязанности и также обязанности своих подданных. Today we see the world is ruled by demonic leaders. А в наше время мы видим, что миром управляют демонические лидеры. Pravda? Leaders have no interest in self-realization. Лидеры, у которых нет никакого интереса к самоосознанию. Have no understanding of self-realization. Они даже никакого понимания не имеют относительно того, что такое самоосознание. Hence they are unable to guide the population on the path of self-realization. Поэтому, естественно, они не могут никого направлять на пути самоосознания. As Prahlad Maharaj said, Andhaya tandhe rupani amanas. It's a question of blind leading the blind. Как Прохлад Махарадж говорил, слепые ведут за собой других слепых. So what happens when blind is leading the blind? Что происходит, когда один слепец ведет за собой других слепых? They all fall in the ditch. Они все падают в канаву. There's a painting in the world-famous French museum where they show a blind man leading other blind men, and they're all falling in the ditch. Есть знаменитая картина, на которой вот она находится в одном знаменитом музее во Франции, где изображается как раз вот этот момент, когда один слепой ведет за собой других слепых, и все они валятся в канаву. They must have got the inspiration for the painting from Prahlad Maharaj's prayers. Наверное, художник подчеркнул вдохновение для написания этой картины из молитв Прохлада Махараджа. That painting was produced in our Bhakti-Gadat magazine a few years ago. Несколько лет назад в нашем журнале «Обратно к Богу» Back to God также была фотография этой картины, репродукция. And the painting showed exactly what Prahlad Maharaj said. A blind man was leading other blind men, and they've all fallen in the ditch. То есть эта картина в точности изображает слова Прохлада Махараджа, что слепой ведет за собой других слепых, и все они падают в канаву. However, as devotees, we can't take pleasure in seeing people fall in the ditch. Однако, как преданные, мы не можем наслаждаться тем, как люди просто падают в эту канаву. We have to rise to a higher level. Мы должны подняться на более высокий уровень. Lord Rishabdev gave us very valuable instructions in the 5th canto of the Bhagavatam. Господь Ришабхадева дал нам очень ценные наставления в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Rishabdev was also a king. Ришабхадева также был царем. And he gave very valuable instructions through the medium of his sons to the devotees of the Krishna conscious movement and humanity. И он дал очень важные наставления, обращаясь к своим сыновьям, и через своих сыновей он обращался также ко всем преданным этого движения сознания Кришны и вообще ко всему человечеству. Lord Rishabdev said, a gentleman cannot see a blind man walk on the wrong side of the street. A gentleman can't see a blind man walk on the wrong side of the street and not put him on the right path. Господь Ришабхадева говорил, что порядочный человек не будет спокойно смотреть, как слепой сбился с пути и идет куда-то в неверном направлении. Он подойдет и направит его. Sometimes when you're walking on the street, you must be seeing blind people walking with a white cane. Иногда, когда вы идете по улице, вы, наверное, видите тоже слепых людей, которые с белыми тростями идут с палочками такими. And sometimes you see the blind man bumping against another, bumping against the wall. Иногда можно видеть, что этот слепой человек врезается в стену или в кого-то другого человека. So what do you do then? И что вы делаете в этом случае? Hold his hand and put him on the right track. Вы берете его за руку и поправляете, чтобы он встал на верный путь. Right? So Lord Rishabdev says that's exactly what the Vaishnava should do. И When you see Господь, these people walking on the wrong track, hold their hand and put them on the right path. и Господь Ришабхадева говорит, что вайшнавы как раз
это и должны делать. Они должны брать слепых людей за руку и направлять их на верный путь. So, King Rantideva was an idol, God-conscious king. И царь Рантидева был идеальным царем, он обладал сознанием Бога. He never endeavored for any material gain. Он никогда не стремился к каким-то материальным целям. And whatever he got by the will of the providence, he accepted. Он просто принимал все, что приходило к нему само по воле Господа, по воле провидения. Once King Rantideva had fasted for a period of 48 days. Однажды царь Рантидева постился в течение 48 дней. You may say, boy, 48 days sounds impossible. Кто-то может сказать из вас: о, 48 дней, похоже, это невозможно. Yeah, it was possible. Это было возможно. You know Hiranyakashipu underwent austerities? Вы знаете, вот Хираньякашипу совершал аскезы. Yes? Слышали? Why did he undergo austerities? Зачем он совершал аскезы? He wanted to become deathless. Он хотел стать бессмертным. But in the austerities that he underwent, one of them was, for 100 celestial years, he did not take even a drop of water. И одна из аскез, которую он совершал, была в том, что в течение 100 лет полубогов он ничего не пил даже, ни капли воды не пил. You devotees did Nirjal 2 months ago, last month. Как вот в прошлом месяце был Нирджала Экадаши, преданные следовали ему, да? Кто из вас следовал Нирджала Экадаши? Okay. Almost everyone. Почти все, да? So you did that for one day. И вы один день воздерживались от воды. If we told you to do it for 2 days in a row, you would probably say, очень трудно. Если сказать вам, что 2 дня нельзя ничего пить, вы бы, наверное, сказали, что это очень трудно. Hiranyakashipu observed this Nirjala Ekadasi for 100 celestial years. Но Хираньякашипу соблюдал такой Нирджала Экадаши в течение 100 небесных лет. 6 months of our earthly planet is equal to 12 hours of the heavenly planets. И 6 месяцев на Земле – это 12 часов на высших планетах. So Hiranyakashipu's austerity was not 100 earthly years, 100 celestial years. И Хираньякашипу совершал аскезы не 100 земных лет, а 100 лет по исчислению полубогов. So you can imagine how powerful he was. Так что вы можете себе представить, насколько он был могущественным. So King Rantideva had fasted just for 48 days. А царь Рантидева постился всего 48 дней. And then he was about to break his fast with some food stuff made of milk and butter. И затем он уже был готов прервать свой пост, вкусив пищу, приготовленную из молока и масла. He didn't fast alone. He fasted with the other members of his family. И он не один постился, все другие члены его семьи постились с ним, жена постилась вместе с ним. So as he was about to break his fast, a hungry Brahmana came to his palace and said, "King, I'm hungry. Please give me something to eat." И когда он собирался уже прервать свой пост, в этот момент туда во дворец вошел голодный брахман и сказал: «Царь, я хочу есть, накорми меня». Can you walk in and see the king of your country? Вы можете вот так запросто зайти к царю вашей страны, I mean the president of the country. то есть к президенту? You can see him on television. Ну, по телевизору вы его можете увидеть, да. Can you walk in and see the president or king of any country? А вообще сейчас можно вот так просто прийти к кому-то, к президенту или к королю какой-то страны, вот так запросто можно прийти? You can only see them on TV. Нет, вы можете только по телевизору их увидеть. You can see them, but they can't see you. Вы их можете видеть, они вас не видят. But in the Vedic days, you could see him walk in and see the king anytime. Но в ведические времена вы могли войти во дворец и в любое время увидеть царя, получить аудиенцию. There was no fear of security. У царя не было страха, ему не нужна была охрана большая.
So the Brahmana walked in and said, King, I'm hungry, give me something to eat. И так Брахман пришел во дворец царю и сказал: «Царь, накорми меня, пожалуйста». So he gladly gave him a part of the foodstuff that he was going to use to break his fast. И Рантидева отдал ему часть того блюда, которым он собирался прервать пост. Then he divided the food with his family members, the remnants of the foodstuff. И затем он разделил то, что осталось, поделил это на всех членов своей семьи. And as he was about to eat, a Sudra walked in, saying, I'm hungry, please give me something to eat. И как только он собрался опять поесть, во дворец вошел Шудра, который сказал: «Пожалуйста, накорми меня, я голоден». A devotee sees the presence of the Lord in everyone. Преданный вид присутствия Господа в каждом. Maharantideva saw the presence of the Lord in the Brahmana. He saw the presence of the Lord in the Sudra who walked in. И Махарадж Рантидева видел присутствие Господа в Брахмане и в этом Шудре, который вошел во дворец. As Krishna says in the Bhagavad Gita, 5th chapter, Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hasteni Shuni Cheva Sapakita Sapadida Sama Darshana. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees everyone with an equal vision. Как Кришна говорит в 5 главе Бхагавад-гиты, истинный мудрец посредством подлинного духовного знания видит всех равно, видит равную духовную природу каждого. The humble sage or a pandit sees the presence of the Lord in every living entity. То есть такой смиренный мудрец, пандит, видит присутствие Господа в каждом живом существе. Therefore, he is respectful to every living entity. Поэтому он почтительно относится к каждому живому существу. Our philosophy doesn't state that you worship the Lord and kill God's innocent children in the form of animals. У нас не такая философия, что мы поклоняемся Богу, но при этом убиваем невинных детей Бога. So King Rantideva, seeing the presence of the Lord in everyone, gladly gave foodstuff to the Sudra also. И Махарадж Рантидева, поскольку он видел присутствие Господа во всех живых существах, с радостью накормил Шудру также. And as the Sudra left, another guest arrived with dogs and said, I'm hungry, please give me something to eat. И когда ушел Шудра, пришел другой человек вместе с собаками и сказал: «Я голоден, накорми меня тоже». And the king gave him also something to eat. И царь его тоже накормил. And then the king was left with a little bit of water. Тогда у царя осталось немного воды. Just enough water to satisfy only one person. Воды было достаточно только на одного человека. And as the king was about to drink the water, a thirsty Chandala walked in saying, I'm thirsty, please give me something to eat. И когда царь уже собирался выпить воду, вошел один чандала, который сказал: «Я хочу пить, пожалуйста, напои меня». He said, I'm low-born, but still I'm thirsty, and you as the king must give me some water. И тот чандал сказал: «Я знаю, что я очень низкорожденный человек, но ты царь, пожалуйста, напои меня». And the king gladly gave the water. И царь с радостью отдал ему воду. So after having parted with the foods that we had to break his fast, King Rantideva offered his prayer to the Lord. После того, как Махарадж Рантидева отдал всю пищу, которую он собирался прервать пост, он вознес такую молитву Господу. So in this prayer, King Rantideva is stating as follows. Итак, в этой молитве царь Рантидева говорит следующее. He said, My dear Lord, I do not wish to obtain any of the 8 mystic types of perfection. Он говорит: «Дорогой Господь, я не хочу обрести 8 видов мистических совершенств». There are 8 different types of mystic perfections that one can realize. You read about them in the Nectar of Devotion. Есть 8 видов мистических совершенств, которые человек может обрести, о них рассказывается в Нектаре преданности. There's Anima Siddhi. They can become so small, they can even enter into a stone.
Есть анима ситхи, которая позволяет вам становиться таким маленьким, что вы можете даже пройти сквозь камень. Prapti Siddhi. With that, you can touch the moon planet. Прапти сидхи, которая позволяет вам коснуться даже Луны. People are very fond of traveling to outer space. Люди очень хотят путешествовать в космосе. Now for $20 million, you can get a vacation in outer space. Сейчас за $20 миллионов вы можете отправиться в космос, быть космическим туристом. The Russian Space Agency and the American Space Agency are now offering holidays in outer space. Сейчас Российское космическое агентство, Американское космическое агентство предлагают такие услуги. Всего за $20 миллионов вы можете провести несколько дней на орбите в космосе. Всего лишь каких-то $20 миллионов. Of course, there's no guarantee you'll come back alive. Гарантии, конечно, нет, что вы оттуда живые вернетесь с орбиты. Space missions can fail at any time. Потому что в любой момент эта космическая миссия может потерпеть катастрофу. But for this next space holiday, they've already sold out all the tickets. Но уже билеты распроданы все на ближайшие полеты. Then you can by which you can stretch your hands anywhere and lift anything. Есть другое совершенство, которое позволяет вам дотянуться до чего угодно и получить чего угодно. And the Kama Yasetva Siddhi, by which you can always do the impossible. Есть также Кама и Шитва Сидхи, которая позволяет вам добиваться практически невозможного. Isita Siddhi can even create a planet and destroy a planet. Благодаря этой ситхи вы можете даже создавать планеты или разрушать планеты. Vasishta Siddhi, you can bring anyone under your control. Вашишта ситхи позволяет вам поставить любого человека под свой контроль. Everybody wants to be a controller these days. Все хотят управлять в наше время, все хотят быть управляющими. Nobody likes being controlled. Никто не хочет, чтобы им управляли. Sometimes we see that effect even in spiritual life. Иногда мы видим это проявляется даже в духовной жизни. We come to spiritual life, but we say, "Hey, don't control me." Мы приходим в духовную жизнь и говорим: "Ну только, пожалуйста, не надо меня контролировать." So you can get Vasishta Siddhi, by which you can control anyone. И благодаря Вашишта Сидхи вы можете контролировать каждого, всех. So there are different types of mystic perfections. Есть разные виды мистических совершенств. But King Rantideva is saying, I don't want any of these mystic perfections. Но царь Рантидева говорит: мне не нужны эти мистические совершенства. Then he says, I don't even want salvation from birth and death. Затем он говорит: я даже не хочу получать освобождение от рождения и смерти. Many people want to salvation from birth and death. Многие хотят достичь освобождения от череды рождений и смертей. Then what do you want? И что же ты хочешь тогда? You have to aspire for something. К чему-то, что-то вы должны хотеть все равно. Just like all of you are pursuing a spiritual path, so you're aspiring for success in spiritual life. Как вот вы, кто преданные, которые идут по пути духовной жизни, вы стремитесь к успеху в духовной жизни. He's expressing a very high desire. Но царь Рантидева выразил очень возвышенное желание. Some of you may say after hearing what he expresses, but I'm not at that level. Кто-то из вас, услышав о его желании, может сказать: но я не на таком высоком уровне. We know that. Мы это знаем. But by hearing about the highest level, you can one day aspire to come to that level. Но слушая о самом высоком уровне, вы можете в конце концов когда-нибудь начать стремиться к этому уровню. But if you never want to hear about the high level, how will you know where to aim for? Но если вы даже не хотите слушать о самом высшем уровне, то как вы узнаете, к чему нужно стремиться? Согласен? So by hearing about the highest standards and the aspirations of great devotees, we can also purify ourselves and then aim for that. И слушая о высших желаниях, высших стремлениях, чистых преданных, мы
великих преданных, мы также можем очиститься, и постепенно у нас может проявиться такое желание. He says, I only want to suffer, I only want to stay among all living entities and suffer all the distress on their behalf. Ратидева говорит, я хочу лишь одного – оставаться, находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений. So that they may be free from suffering. Чтобы они избавились от страданий. It's just like you'd say, okay, I'm going to take on the debts of everyone, and everyone's debts be transferred to my. Это все равно, что сказать, что я готов принять на себя долги всех. Пусть все долги всех других людей будут переведены на мой счет. Rantideva is not praying, my dear Lord, please may I go back to God. He says, I may stay here and suffer the reaction due to everyone, and you take everyone back to God. То есть Ратидева не говорит, о Господь, забери меня к себе, я хочу вернуться обратно к Богу. Он говорит, нет, пусть все отправляются к тебе, а я останусь здесь и буду страдать за все их грехи. There was another famous devotee expressed a similar prayer. Есть был другой знаменитый преданный, который обратился к Господу с подобной молитвой. You hear that devotee quoted very often. Мы очень часто слышим, как цитируют слова этого преданного. What's the devotee's name? Как звали этого преданного? Who said about Prahlad Maharaj? Кто сказал про Прохладе Махараджа? You read about that in by 7th canto, Prahlad Maharaj's prayers. Да, молитва Прохлады Махараджа описана в 7-й песне, там подобные молитвы. Prahlad said, my dear Lord, I'm not worried about my own liberation. Прохлад говорит, дорогой Господь, меня не беспокоит мое собственное освобождение. Then what are you worried about? И о чем же ты беспокоишься? Those who are trying to convert a position of distress to a position of comfort. Он говорит, я беспокоюсь о тех людях, которые пытаются здесь вместе страданий обрести какое-то счастье. Isn't that what society is trying to do? Это как раз то, чем пытаются люди заниматься, правда? Use all the facilities to convert distress to comfort. Они используют все возможные способы для того, чтобы страдания превратить в счастье. And in the purport, Prabhupada is making reference to Vasudeva Datta. И в комментарии также Шрила Прабхупада вспоминает о Васудеве Датте. Vasudeva Datta was a great devotee of the Lord. Васудева Датта был великим преданным Господа. When you go on Navadip Parikram, you go to the location where Vasudeva Datta's deities are worshipped. А когда мы идем на Навадвипа Парикраму, там есть одно место, где поклоняются божеству Васудева Датты. Vasudeva Datta was a simple householder. Васудева Датта был простым домохозяином. But he would spend all his income in serving the Vaishnavas. Но он тратил весь свой доход на служение вайшнавов. He was so magnanimous that he would spend all the income and there would be no money left for his wife to run the household up to 10 days of the month. The first 10 days. А он был настолько щедрым, Васудева Датта, что за первые 10 дней месяца он весь свой доход тратил на служение вайшнавам, и жене ничего не оставалось, никаких денег на хозяйство не оставалось уже. So Lord Chaitanya had to give him a manager who would manage the finances so that his wife would have money to run the house for the whole month. И поэтому Господь Чайтанья даже специального преданного назначил, чтобы тот был его финансовым менеджером и так распоряжался его финансами, чтобы жене Васудева Датты тоже оставались какие-то деньги на хозяйство. So Vasudeva Datta once went to the Lord and expressed a similar sentiment. И однажды Васудева Датта обратился к Господу Чайтанье с подобным чувством, подобной молитвой. He said, my dear Lord, I want to ask you a favor. Он сказал, дорогой Господь, я хочу попросить тебя об одном одолжении. First, please promise. Lord said, yes, what's your favor you want? И он сказал, ну сначала обещай, что ты исполнишь мою просьбу. First, please promise me you'll grant that. Господь Чайтанья спросил, что это за просьба, и Васудева Датта сказал, ну просто обещай, что ты исполнишь эту просьбу, и все. And the prayer was, please liberate everyone and transfer
the simple reaction, you everyone to me. И Васудева Датта сказал потом: дорогой Господь, пожалуйста, освободи все живые существа, а их грехи можешь перевести на мой счет. Я буду за них страдать. So when we hear about these great devotees, we also get inspiration to come to that level. Когда мы слышим о таких великих преданных, у нас также появляется вдохновение достичь этого уровня. In material life, people have heroes. В материальной жизни у людей есть герои. Like the sports stars and movie stars are virtually the demigods of today, isn't it? В наше время какие-то спортсмены, звезды или кинозвезды становятся практически полубогами для современных людей. So devotees also have heroes. У преданных тоже есть герои. Our heroes are spiritual personalities. Наши герои — это возвышенные, преданные, духовные личности. In material life, they have material heroes that are obsessed with material activities. А в материальной жизни у людей есть материальные герои, которые полностью поглощены материальной деятельностью. Last month I was in England. В прошлом месяце я был в Англии. So in London I saw almost everyone was carrying a British flag. Когда я прилетел в Англию, в Лондон, я видел, что почти все ходили с британским флагом. Каждый человек нес в руке британский флаг. They had flags in the buses, they had flags in the cars, people were walking on the road with flags. На каждой машине, на каждом автобусе был флаг. Все ходили с флагами. So I thought people would really become patriotic in this country. И я подумал, о, здесь люди стали такими патриотами. All of a sudden everyone was carrying their flag. Неожиданно вдруг все носят флаги. Then the devotees told me, no, they're carrying this flag because England's playing a soccer match today. Но преданные мне сказали, да нет, они просто флаги носят, потому что сегодня Англия играет на чемпионате мира в футбол. And they want England to win the world soccer match. И они все хотят, чтобы Англия выиграла этот футбольный матч, поэтому носят флаги. Болельщики. So people were praying in churches, carrying their flags. So we may win the world soccer. И они устраивали специальные мессы в церкви, молились: о Господь, помоги нам победить в этом матче. And the same evening, I was in an optical store of a devotee. I heard fireworks and people dancing. That same evening, I was in an optician store of a devotee, and I heard fireworks and people dancing. I was in the store. И этим вечером я был в магазине у одного преданного, и вдруг я услышал звуки фейерверка, увидел фейерверк и так далее. Петарды взрывались. So then I knew that England had won the match. Так я понял, что Англия победила в этом матче. They won the match with a tiny country by one goal, and there were fireworks in all of London. Они победили в футбольном матче какую-то маленькую страну, но устроили такой фейерверк, такой праздник по всему Лондону, там с ума сходили, что такая большая победа. So today the sports stars, movie stars, they become the heroes of society. И вот эти спортсмены и кинозвезды, и актеры, киноактеры становятся полубогами для современных людей, становятся героями современных людей. We have a better standard. We select as our heroes devotees like Vasudeva Datta, Prahlad Maharaj, Rantideva. Но у нас лучший стандарт. Мы выбираем в герои только очень возвышенных личностей, таких как Васудева Датта, Прахлад Махарадж, Рантидева. They have manifested the highest symptoms. Потому что они проявляли самые высшие качества, самые высшие признаки. The devotee has a firm understanding that without Krishna consciousness, no one can ever be happy. У преданного очень сильное есть убеждение в том, что без сознания Кришны никто не может быть счастлив. Can a fish be happy out of water? Рыба может быть счастлива, когда ее вытащат из воды. So devotee has a firm understanding that without Krishna consciousness, there's no real happiness. Преданный очень четко понимает, что без сознания Кришны не может быть никакого истинного счастья. The so-called happiness one can get by material endeavors is temporary. А любое так называемое счастье, которое можно получить благодаря материальным усилиям,
оно очень недолговечно, оно приходящее. In Nectar Devotion, Rupa Goswami talks about the characteristics of pure devotional service. В Нектаре преданности Рупа Госвами описывает характеристики чистого преданного служения. And in listing the characteristics, Rupa Goswami explains how devotional service gives you real happiness. И описывая качество чистого преданного служения, Рупа Госвами говорит, что чистое преданное служение приносит истинное счастье. Rupa Goswami discusses 3 different sources of happiness. Рупа Госвами описывает 3 различных источника счастья. Happiness derived by material activities, happiness derived through the impersonal process, and happiness derived through the medium of pure devotional service. То есть он описывает счастье, которое можно получить благодаря материальной деятельности, счастье, которое приносит безличное освобождение, и счастье, которое приносит чистое преданное служение. When it comes to happiness obtained through material activities, Rupa Goswami says, it's temporary. Когда Рупа Госвами говорит о счастье, которое приносит материальная деятельность, он говорит, что это счастье очень недолговечно. You can become the richest man. You can become the most powerful man. You can become the biggest movie star or rock star. But it's temporary, isn't it? Вы можете стать самым богатым человеком, можете стать самым могущественным человеком, можете стать самым известным киноактером или рок-музыкантом, но все это продлится недолго. Haven't all famous people come and gone? Разве все вот эти знаменитые люди не приходят и уходят? Is that right? Это так? But the power of illusion is so strong that it bewilders us to believe. Others may have gone, but you're not going to go. Но сила иллюзии настолько велика, что она заставляет нас думать, что тех уже нет великих людей, но я-то останусь, я буду жить вечно. So as a result, we remain ignorant. И в результате этого мы остаемся в невежестве. By and large, most of the members of society are born in ignorance, brought up in ignorance, and they die in ignorance. Большинство людей, к сожалению, рождаются в невежестве, вырастают в невежестве, живут в невежестве и умирают в невежестве. And as Lord Chaitanya said, Ramanda Brahmita Kuno Bhagavanoji Guru Krishna Kripabai Bhaktilata Beat. After traveling through many births and deaths, is he the fortunate soul who receives the seed of bhakti. И Господь Чайтанья говорит, что только после многих рождений и смертей удачливая душа получает семя бхакти, бхакти-лата биджу. So this seed of bhakti we receive through the medium of sadhu sangha. И вот это семя бхакти, бхакти-лата биджу, мы можем получить посредством саду санги. This sadhu sangha is realized either through the physical association of the devotees or through the medium of someone giving you a book. И саду санга это либо реальное общение с преданным на физическом уровне, или когда вы общаетесь с книгой, когда кто-то дает вам книгу. Just like we know so many devotees around the world who have come to this movement as a result of having received a book at some time or another. Мы знаем стольких преданных по всему миру, которые пришли в это движение благодаря тому, что получили книги Шрилы Прабхупады в какой-то момент в своей жизни. Sometimes they take a book and the result fructifies years later. Inogda кто-то может купить книгу, а результат и плоды это принесет через год. I know a case where a devotee's mother purchased a book 4 years ago. Я знаю вот один случай, одна женщина купила книгу 4 года назад. She didn't even open the book. Она ее даже не открывала. Bought the book, kept it in the library. Купила книгу, поставила на полку. Years later, her son was depressed. И через несколько лет произошло то, что ее сын попал в такую депрессию, впал в депрессию. So he went to his mother's library. Пошел домой к маме посмотреть в ее библиотеке что-то, чтобы почитать. She had different books on spirituality. У нее там были разные книги о духовной жизни, о духовности. He tried 3 or 4 of them. Он
попробовал читать 3-4 разных книги, It didn't satisfy. но его это не удовлетворило. Then he found the Bhagavad Gita. Затем увидел Бхагавад-гиту, Started reading the Gita. начал читать Бхагавад-гиту, And it changed his life. и это изменило всю его жизнь. And who had purchased the book? А кто купил книгу? His mother. Его мать. So you can see that when you preach, when you do book distribution, you never know when it's going to fructify. Когда вы проповедуете, распространяете книги, вы не знаете, когда эта деятельность принесет плоды, когда эти книги сработают. A Brahmana or Vaishnava is known by certain characteristics. Брахманов и вайшнавов отличают определенные качества. We read about this in the 4th canto in the instruction of Prithu Maharaj. Это описано в 4-й песне наставления Притху Махараджа. Prithu Maharaj was the son of a godless king. Притху Махарадж был сыном безбожного царя. His father was King Vena. Его отцом был царь Вена. Godless. Он был безбожником, Cruel. очень жестоким человеком. He stopped all types of religious sacrifices. Он запретил всевозможные религиозные жертвоприношения. He had the house of the Brahmanas burnt. Он сжег дома брахманов. He wanted everyone to worship him. И он хотел, чтобы все только ему поклонялись. But the Brahmanas were so powerful Но that they cursed him and Prithu became the king. в то время брахманы были очень могущественны. Они прокляли царя, он умер. И затем они возвели его сына Притху на трон. So King Prithu said that the Brahmanas and the Vaishnavas are known by 4 principal characteristics. И Притху говорил, что брахманы и вайшнавы отличаются 4 главными качествами. They practice tolerance, То, что они очень терпеливы, penance, совершают аскезы, knowledge, обладают знанием education. и знанием, мудростью. And he says, because the Brahmanas and the Vaishnavas have these qualities of tolerance, penance, education and knowledge, they are even more powerful than royalty. И поскольку брахманы и вайшнавы обладают этими качествами терпения, аскетизма, знанием и мудростью, поэтому они превосходят даже царей по своему положению. Whether you are brahmacharya, grihastha, or sannyasi, or vanaprastha, we must have these spiritual assets of tolerance, penance, austerity, and tolerance, penance, knowledge, and education. Ибо кем бы вы ни были, брахмачари, грихастхой, ванапрастхой или саньяси, вы должны обладать этими 4 духовными достояниями: терпением, аскетизмом, знанием и мудростью. These are the spiritual assets that we endeavor to accumulate. Это те духовные достояния, к которым мы стремимся. Materialists pursue a path of accumulating material assets. We pursue a path of accumulating spiritual assets. Материалисты стремятся накапливать материальные достояния, мы же стремимся накапливать такие духовные достояния. So one of the spiritual assets is penance. И одно из духовных достояний это аскетизм. So penance is almost the same as austerity or tapasya. То есть это тапасия. So what is the austerity in this age? И что является аскезой для нашего века? Lord Rishabdev, who we just quoted, explained to his sons as follows. Господь Ришабхадева, которого мы недавно цитировали, говорил следующее, обращаясь к своим сыновьям. He said, Tapo devyam padagayena sattva. My dear sons, please perform austerities for the pleasure of the Lord. Он говорит: дорогие сыновья, совершайте аскезы для удовлетворения Господа. Devyam. Devyam means for the pleasure of the Lord. Тапо дивьям, это означает, дивьям означает для удовлетворения Господа. So you may say, okay, if I perform austerities for the pleasure of the Lord, what am I going to get in И exchange? вы можете сказать: хорошо, если я буду совершать аскезы ради удовлетворения Господа, что я получу взамен? What are you going to get in exchange? Что вы получите взамен? Happiness. 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 Okay, what else? Счастье, что еще? Immortality. Okay, what else? Что еще?
Okay. Lord Rishadev says, Tapo Devim Putaka Gita Sattvam, Shudhiyeda Smart Brahma Sokya Manantam. In exchange for this, you're going to get unending spiritual happiness. Господь Ришабхадева говорит, в результате этого вы обретете бесконечное духовное счастье. Not only spiritual happiness, unending spiritual happiness. Не просто духовное счастье, а бесконечное духовное счастье. In material life, everybody will get happiness and has a beginning and an end. В материальном мире, если вы даже обретете счастье, у него есть начало и есть конец. You're young, handsome, rich. You can fool around as much as you want, but you're not going to remain young and handsome permanently. Вы молодой, красивый, богатый, можете дурить сколько хотите, но вы не сможете всю жизнь дурить и наслаждаться. And eventually, death is going to come and take everything away. Потому что придет время, и смерть заберет у вас все, и вы лишитесь всего. So Lord Rishabdev says, if you perform austerities for the pleasure of the Lord, in exchange you'll get unending spiritual happiness. Но Господь Ришабхадева говорит, что если вы будете совершать духовные аскезы для удовлетворения Господа, вы обретете бесконечное духовное счастье. Lord Chaitanya also expresses a similar sentiment in the first verse of the Shikshashtaka. А в первом стихе Шикшаштаки Господь Чайтанья выразил подобное чувство также. He says, Ananda Buddhi Vardhanam. That is, as a result of chanting the holy name regularly, you will experience unending spiritual happiness. Он говорит Анандам Будхи Варданам. Благодаря регулярному повторению святого имени Господа вы сможете обрести бесконечное духовное блаженство, которое будет постоянно усиливаться. So, in effect, if we perform austerities, in exchange we do get something which is unending spiritual happiness. Итак, эффект от совершения аскез – это бесконечное духовное счастье. Then tolerance. This is another asset that a devotee should cultivate. Затем терпение – это еще одно достояние, которое преданные должны в себе взращивать. Chaitanya Mahaprabhu highlighted this in the third verse of the Shikshashtaka. Господь Чайтанья Махапрабху описал это, очень сделал большой упор на это в 3 стихе Шикшаштаки. What did he say? Что он говорит? That if you want to be in a position to chant the holy name, be more tolerant than a tree. Он говорит, если вы хотите всегда повторять Святое Имя, вы должны быть терпеливее дерева. In the second chapter of the Bhagavad Gita, Krishna also encourages tolerance. Во второй главе Бхагавад-гиты Кришна также дает наставление о терпении. Он говорит, вот этот стих знаменитый, Матрас Пашасту Каунтея. Lord Kapila Dev describes to his mother the qualities of a saintly personality. Господь Капила Дева также описывал своей матери качества святых людей. And what is the first quality he mentions? Какое первое качество он упомянул? Who knows? Кто знает? Titiksha, tolerance. Титикша, терпение. So on the spiritual path, we have to practice tolerance. На пути духовной жизни мы должны практиковать терпение. We have to tolerate tolerance at various levels. И терпение проявляется на разных уровнях. There is the agitation of the senses. Прежде всего, нам нужно терпеть возбуждение чувств. Чувства постоянно будоражат нас. The senses are agitating. Чувства возбуждают вас. So what do we do? Just go and fulfill whatever the senses are saying? Что же делать? Просто выполнять все, что говорят чувства, да? Become their slaves? Стать их рабами, наверное, нужно. By becoming a slave of our senses, can we succeed? Можем мы достичь успеха, если станем рабами своих чувств? No. Нет. The more you engage in sense gratification, the worse is the reaction. Чем больше вы наслаждаете чувства, тем хуже будут последствия. So we tolerate the disturbance of the senses. Поэтому должны терпеть возбуждение чувств. Then, when you endeavor to preach, you are going to meet a variety of different individuals.
Затем, когда вы пытаетесь проповедовать, вы столкнетесь с самыми разными людьми. Some may say, we are happy to meet you. Кто-то скажет: о, я так рад встретить тебя. Please enlighten us. Пожалуйста, просвети меня в вопросах духовной But жизни. such individuals are a little rare. Но такие люди немного редко встречаются. Rather than, but you do meet the No, favorable person also. Но вы встречаете людей, которые очень благожелательно относятся. Some will say, get lost. Кто-то скажет: да иди ты, пропади пропадом. Some will be indifferent. Кто-то равнодушно к вам отнесется, безразлично. Sometimes they may be too hot, sometimes they may be too cold. Иногда может быть на улице слишком жарко или слишком холодно. Sometimes you may be honored, sometimes you may be dishonored. Иногда вас могут прославлять, иногда вас могут ругать. Don't get disturbed. Но вы не должны беспокоиться от этого. In the Chaitanya Bhagavad, you read about Lord Chaitanya and Lord Nityananda going out to preach. В читании Бхагавати описано, как Господь Нитьянанда ходил проповедовать. Chaitanya Mahaprabhu had instructed all his associates to go and preach. Господь Чайтанья Махапрабху дал наставление всем своим преданным идти проповедовать. He would only permit them to come back on the occasion of Rath Yatra. И он разрешал им приходить к нему только по случаю Радха-ятры. So when Lord Nityananda was going out preaching house to house, he had the following experience. И когда Господь Нитьянанда ходил, проповедовал от дома к дому, у него был такой опыт. Some would say, please come in and purify our contaminated house. Кто-то говорил ему: пожалуйста, войди и очисть наш оскверненный дом. The householders are anxious to have saintly people come and purify their house. Домохозяева хотят, чтобы святые люди приходили к ним домой и освящали их дом. Shukadeva Goswami would go house to house, isn't it? Stay in a house as long as it took enough time to milk a cow and go on to the next house. Шукадева Госвами тоже ходил от дома к дому и оставался там столько, сколько нужно, чтобы подоить корову. Because people in the renounced order travel just to purify everyone, including householders. Люди, принявшие отречение, путешествуют для того, чтобы очищать, просвещать людей и домохозяев в том числе. So some people will receive Lord Nityananda very warmly. И некоторые люди очень тепло встречали Господа Нитьянанду. Some would not even open the door to him. Некоторые ему даже дверь не открывали. They would say, get lost. И говорили: уходи прочь. Because the Lord Chaitanya was doing his Sankirtan in Srivas Pandit's house, not everybody was allowed to come in. Когда Господь Чайтанья, потому что когда Господь Чайтанья проводил киртаны в доме Шриваса Пандита, не всех на него пускали, на эти киртаны пускали не всех. Lord Chaitanya would be displaying ecstatic symptoms, and only his close associates were allowed to come in. Господь Чайтанья на этих киртанах проявлял экстатические признаки, и поэтому на них допускались только самые близкие преданные. So many brahmanas also were not allowed in. Даже многих брахманов не пускали на эти киртаны. So sometimes Lord Nityananda ended up in homes of people who were not allowed in. Поэтому Господь Нитьянанда иногда приходил к домам таких людей, которых не пустили на киртан. So they would say, you didn't let us come in, so you get out, you can't come И in. они говорили: вы нас на киртан не пустили, поэтому мы тебя к себе тоже не пустим, уходи отсюда. Tit for tat. Зуб за зуб. And some would say, hey, the spies have come in the form of sadhus. А некоторые говорили: о, это шпионы пришли, переодевшись в садху. When Prabhupada first went to India with his Western disciples, people in India were a little surprised. Когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Индию с западными учениками, в Индии люди были немного удивлены. And most of them at that time were Americans. И большинство преданных в то время, которые приехали со Шрилой Прабхупадой, были американцами. There were no Russians at that time. Русских с Прабхупадой в то время не было еще. So in India people would say, oh, these are American spies who've come to spy on us. И люди в Индии говорили в то время: о, это американские шпионы, они приехали шпионить за нами. They become Hare Krishna devotees to come and spy on India. Они специально стали кришнаитами, чтобы приехать и шпионить в Индии здесь. So, when Lord Nityananda was going house to house, some people would say,
hey, he's a spy, he's disguised as an old sadhu, they want to see what's in our house, and then later they'll come and plunder us. И когда Господь Нитьянанда ходил проповедовать, некоторые люди говорили: о, это шпион, переодевшийся садху, он специально смотрит, что у нас дома есть, чтобы потом прийти и ограбить наш дом. So this can be said of Lord Nityananda was our position. Если уже это говорили Господу Нитьянанде, то каково же наше положение? So when you go out preaching and you don't meet favorable people, don't get discouraged. Если вы идете проповедовать и не встречаетесь с благожелательно настроенными людьми, вы не должны падать духом. When you approach 50 people and they don't respond, don't get discouraged. Если вы обратились к 50 разным людям, и никто из них не заинтересовался тем, что вы хотите предложить, вы не должны падать духом. You still have to be tolerant. Нужно просто быть терпеливым. Then Lord King Prithu said, Vaishnava and Brahmana must have knowledge and education. Затем Притху говорит, что брахманы и вайшнавы должны обладать знанием и мудростью. So we must have spiritual knowledge. У вас должно быть духовное знание. Prabhupada labored hard and produced these books. Шрила Прабхупада очень тяжело трудился, чтобы выпустить эти книги. Why? Зачем? Some of you will say, for distribution. Кто-то из вас скажет: ну, конечно, чтобы распространять их. No. Нет. First he wanted our devotees to study these books and then distribute. Прежде всего, он хотел, чтобы преданные наши сами изучали эти книги и уже потом распространяли. So we develop knowledge, we get educated by reading these books, hearing the Bhagavatam classes, attending seminars, taking study programs such as Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, etc. И мы получаем духовные знания, духовное образование, читая книги Шрилы Прабхупады, слушая лекции, посещая различные образовательные программы, курсы Бхакти Шастри, Бхакти Вайбхава и так далее. So by taking these courses, we get educated. Итак, мы обретаем духовное образование. That's why we have every morning Bhagavatam class, every evening Gita class. Why? These are programs through which we get educated. Именно поэтому у нас каждое утро лекции по Бхагаватам, каждый вечер лекции по Бхагавад-гите, чтобы мы обрели духовное образование, духовные знания. Now, how do we get the strength to practice tolerance, austerity, education and knowledge? И как мы можем обрести силу, чтобы следовать этим принципам, чтобы быть терпеливым, быть аскетичным, обретать знания и духовное образование? We get the strength by attentive chanting of the holy name. Силу нам дает внимательное повторение святого имени Господа. By following the process of Vaidhi И следование методам Вайди Бхакти. Prabhupada told us, preaching is the essence, but purity is the force. Шрила Прабхупада говорил нам: проповедь — это суть нашего движения, но чистота — это сила. So once the various services we can engage in, preaching is the best. И среди различных видов служения, которые мы можем делать, проповедь — это самое лучшее служение. All services are absolute, as you hear, isn't it? Все служения на абсолютном уровне, как вы слышали, наверное. You can be a pot washer, Вы можете мыть кастрюли, gardener, быть садовником, cook, поваром, fund collector, собирать пожертвования, temple builder, строить храм, pujari, быть пуджари, administrator. быть администратором. But the best of all is a preacher. Но самое лучшее служение — это быть проповедником. The ideal situation is, whichever your services, along with that, we should also be a preacher. Самая идеальная ситуация — это каким бы ни было ваше служение, при этом вы также должны проповедовать, если вы проповедуете. Giving people knowledge by which they can become free from the cycle of birth and death. Когда вы даете людям знания о том, как можно освободиться от рождений и смертей. In the 18th chapter of the Gita, what does Krishna say? Что говорит Кришна в 18 главе Бхагавад-гиты? What's the famous verse related to our discussion? Знаменитый стих, связанный с темой нашего обсуждения. Никого дороже. There is no one. Krishna says, "There's no one more dear to me than one who preaches, and there never will be one more dear." Кришна говорит: для меня никогда никто не будет дороже,
того преданного, который проповедует мою славу, и никогда не будет никто дороже его. But what is our problem? В чем наша проблема? We have many problems. У нас много проблем. Правда? Да? Нет, только одна, много проблем. And one of our problems is we don't want to be dear to Krishna. И одна из проблем в том, что мы не хотим быть дорогими для Кришны. Согласен? We want to be devotees, but not too close to Krishna. Мы хотим быть преданными, но слишком к Кришне приближаться не очень хотим. We want to be a little distant. Мы хотим так, на расстоянии быть от Кришны немного. But our goal should be to become dear to the Lord. Но наша цель должна быть стать дорогими для Кришны. And it's not difficult to be dear to the Lord. И не так трудно стать дорогим для Господа. You shouldn't have fear. Вы не должны бояться. Вы не должны думать, бояться, что если я стану слишком дорогим для Господа, может быть, мне придется расстаться с какими-то чувственными наслаждениями моими. So the preacher is glorified in several verses of the scriptures. В Писаниях есть несколько стихов, которые прославляют проповедников. And this movement is making everyone into a preacher. И это движение стремится к тому, чтобы все преданные стали проповедниками. Some may be full-time preachers, some may be part-time. Кто-то может постоянно проповедовать, кто-то может время от времени проповедовать. I told you earlier about this devotee in America. He's a Prabhupada disciple called Vaishnav Prabhu, who is a businessman. He's a very powerful businessman, but he's also a very, very good preacher. Я вам уже упоминал о преданном из Америки, ученике Прабхупаде, Вайшешике Прабху, который бизнесмен, и он такой очень успешный бизнесмен, но при этом он очень хороший проповедник, и он организовал эту программу. He's been doing book distribution for 35 years. Он 35 лет распространяет книги уже. He's a family man with wife and children. Он семейный человек, у него жена, дети. But he also, Ну, детей нет, извините. Anyway, so. Но он президент храма, Навина Нирода говорит. But he goes out, so he regularly preaching, and he has a program that's become very successful in India, in America, called Weekend Warriors. Он регулярно сам проповедует, и также он организовал программу, которая в Америке становится очень популярной и большой успех имеет. Это так называемый воин выходного дня. Weekend Warrior, because Monday to Friday, most of our devotees do jobs. Потому что большинство преданных работают в течение недели, 5 дней в неделю работают. Most of our devotees in America, like everywhere else, they do some job or business. Большинство преданных наших в Америке, как и везде, работают или занимаются бизнесом каким-то. But on the weekends they're free. Но в выходные дни они свободны. So they have schemes that on weekends they go out preaching. Поэтому они разработали различные способы, схемы, как преданные могут проповедовать в выходные дни. So our real businesses, our family businesses, to preach the glories of the Lord. И наш семейный бизнес – это проповедовать славу Господа, это наш настоящий бизнес. Just like Maharaj Deva did not discriminate whether you were a Brahmin, whether a person was a Brahmin or a Chandala or a Sudra. We don't discriminate which one or ashram you belong to. Как Махарадж Рактидева не проводил различия между кто там брахман, кто шудра, кто чандала. Точно так же мы тоже не проводим различий, там, кто в каком ашраме, кто в какой варне находится. We inspire everyone to develop the spirit of preaching. Мы всех вдохновляем развивать дух проповеди. When you save a man from an accident on the road, don't you feel great? Если вы спасаете человека от смерти где-то там на дороге, от аварии или что-то еще, разве вы не чувствуете себя героем? So through the medium of preaching, you save people from going to hell. И благодаря проповеди вы спасаете людей от ада. Вы помогаете им избежать ада. ИСККОН has many preaching programs. В ИСККОН есть много различных проповеднических программ. Festivals. Одна из них – это проведение различных фестивалей. Book distribution, Bhakti Vriksha, Namahat. Затем распространение книг, Намахаты, Бхакти Врикши и так далее. All these programs are aimed to
bringing people to the path of И spirituality. все эти программы нацелены на то, чтобы вернуть людей к духовности. Now the strength to serve the Lord comes from purity. И сила служить Господу приходит от чистоты. And purity comes from attentive chanting of the holy name, И чистота приходит благодаря внимательному повторению святого имени, following the process of sadhana bhakti, следованию методу садхана бхакти. avoiding offenses, И когда вы избегаете оскорблений, and with endeavor, that success can come. и благодаря усилиям вы сможете достичь успеха. Sometimes we may say, but I am not capable of all this. Иногда вы можете сказать, ну я не способен на все это. Krishna says in the Gita, those who worship me with devotion, I preserve what they have and I make up what they lack. Кришна говорит в Бхагавад-гите, тем, кто поклоняется мне с преданностью, я даю то, что им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Just like Mother Yashoda was trying to tie Krishna down, she tied several ropes together, but still they were 2 fingers short. Когда мама Йашода пыталась связать Кришну, она связала все веревки, чтобы связать его, но все равно веревка все время на 2 пальца короче, чем нужно было. But when Krishna saw her mother was trying so hard, he agreed to get tied down. Когда Кришна увидел, что его мама уже так долго пытается его связать, он в конце концов согласился, чтобы его связали. So when Krishna says, here is someone endeavoring to please me, here is someone endeavoring to do book distribution, here is somebody endeavoring to become a preacher, Krishna who is residing in your heart will give you the intelligence and the required determination to do this. Когда Кришна видит, что кто-то пытается служить мне, кто-то пытается, вот этот человек пытается распространять книги, пытается стать проповедником, он в вашем сердце сделает так, чтобы вы смогли достичь успеха. You heard the famous phrase, God helps those who help themselves. Слышали эту знаменитую поговорку? Бог помогает тем, кто помогает сам себе. So if we have the determination to become a preacher, Krishna will reciprocate. Если у нас будет решимость стать преданным проповедником, то Кришна ответит взаимностью и поможет нам. The key to spiritual success is attentive chanting of the holy name. И ключ к духовному успеху – это внимательное повторение святого имени. You can attend all the seminars, you can memorize all the shlokas, but if you don't practice this principle of attentive chanting, then to develop saintly qualities will be difficult. Вы можете все семинары пройти, посетить, все шлоки выучить наизусть. Но если вы не будете следовать этому принципу внимательного повторения святого имени, то вам очень трудно будет развить в себе вот эти все качества святого. The key to all us to our success in spiritual life is sadhana and attentive chanting. Ключ к успеху в духовной жизни – это хорошая садхана и внимательное повторение святого имени. Attentive chanting cleanses the heart. Внимательное повторение святого имени очищает сердце. Takes away the element of fear. Убирает страх из нашего сердца. Brings you closer to Krishna. И приближает нас к Кришне. So the purpose of this festival, as I said, is to inspire everyone to come to the level of becoming a preacher. Итак, как я уже говорил, цель этого фестиваля в том, чтобы вдохновить всех преданных стать проповедниками. I've seen cases where people want to be preachers, but they think, I'm not so confident I can become a good preacher. Я видел такие случаи, когда люди хотят быть проповедниками, но говорят, что я не уверен, что смогу быть хорошим проповедником. I've known devotees who've said, I'm very shy. I can't approach anyone. I can't talk to anyone. Я знал также преданных, которые говорят, я такой стеснительный человек, мне трудно к кому-то подойти, заговорить с кем-то, я очень стесняюсь. We'll be amazed how these people have become some of the biggest preachers in the movement. Но вы будете удивлены, если вы узнаете, что даже такие люди, которые говорили, что я такой стеснительный, стали одними из самых знаменитых проповедников в нашем движении. As Krishnadas Kaviraj says, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, a blind man can see. Господь Чайтанья, Кришнадас Кавирадж говорит, что по милости Господа Чайтаньи слепой может видеть, может прозреть.
A deaf man can hear. Глухой может начать слышать. A dumb man can speak. Немой может начать говорить. And a lame man can cross mountains, not just walk. А хромой не просто начинает ходить, а может горы переходить уже даже, по милости Господа Чайтаньи. So, you may be deaf, dumb, blind, lame, don't worry. Вы можете быть глухим, слепым, хромым и немым, не беспокойтесь. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the impossible becomes possible. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху невозможное становится возможным. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, difficult things become easy. And without his mercy, easy things become difficult. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху все самые сложные вещи становятся очень простыми, а без его милости даже самая простая вещь становится очень сложной. Chaitanya Mahaprabhu broke the storehouse of love of God and freely distributed the process without discrimination. Господь Чайтанья Махапрабху взломал сокровищницу любви к Богу и стал раздавать любовь к Богу всем подряд, без разбора. He wanted his followers also to distribute this process of love of God. И он хотел, чтобы его последователи также раздавали этот метод обретения любви к Богу. And his followers are doing this. И его последователи делают это. Otherwise, Krishna consciousness would not have gone around the world. Иначе бы движение сознания Кришны не распространилось по всему миру. Otherwise, there wouldn't be thousands of devotees even in your country. Иначе бы даже в вашей стране не было бы тысяч преданных. Prabhupada came to your country all alone and planted the seed of Krishna consciousness in 1971. Шрила Прабхупада приехал один в вашу страну в 1971 году, посадил семя сознания Кришны. And that seed has grown and expanded because people have taken on this challenge of preaching. И это семя принесло плоды, потому что преданные взяли на себя эту миссию проповеди. At one time there were hardly any devotees. В свое время здесь почти не было преданных. So don't, sometimes when we hear about preaching, we will say, but nobody is into the preaching mood these days, so how do you expect me to become a preacher? Когда мы говорим о проповеди, некоторые говорят, в наше время никто не настроен проповедовать, нету духа проповеди, как можно ожидать, что я тоже стану проповедником? That's not a fact. Но это не так. There are sincere devotees all over the world who are anxious to preach. Есть очень искренние преданные по всему миру, которые стремятся проповедовать. I was doing a program in San Jose with a group of householders. В Сан-Хосе я проводил программу с группой домохозяев. And they were all householders doing jobs, and most of them are IT, high-tech industries. Все они были домохозяевами, и большинство из них работают в области компьютерных технологий, информационных технологий. San Jose is where the Silicon Valley, that's where the world's high-tech people are. Это рядом с Силиконовой долиной, где находится центр таких высоких технологий. And most of these householders were working in high-tech industries. То есть большинство из этих семейных людей работали именно в этих высоких технологий. Но все они по выходным проповедуют, проповедники в выходные дни. Так что есть преданные, которые проповедуют, такие преданные есть по всему миру. И столько проповедников в СНГ, проповеди столько в СНГ тоже. No one wants to do it, so why should I do it? Мы не должны думать, никто не хочет все равно проповедовать, а чего я должен проповедовать, с какой стати? So, rather our goal should be to become dear devotees of the Lord. Нет, наоборот, у нас должна быть цель стать дорогим преданным Господа. So I hope that Sankirtan Festival will inspire you all to become more determined preachers. И я надеюсь, этот фестиваль Санкиртана вдохновит вас стать более решительным проповедником. We need to regularly hear the glories of preaching. Нам нужно регулярно слушать о славе проповеди. Because we tend to forget the importance. Потому что мы склонны забывать о важности проповеди. You may not be on a marathon, but Maya's on a marathon. Может быть, у вас нет марафона, но у Майи постоянный марафон. Maya's a super marathon. У Майи супермарафон.
trying to bewilder all the preachers, Она пытается сбить с толку всех проповедников, trying to tempt all the devotees. всех преданных искусить. So we have to be fully alert. Поэтому мы должны быть всегда начеку. And what's our best defense? Какой у нас самый лучший способ защиты? Good sadhana and attentive chanting. Хорошая садхана и внимательное повторение святого имени. So by hearing about the glories of exalted devotees like Bhakti Deva, even if you are not at that level, by meditating on them, you'll come to their level. И слушая о таких великих преданных, как Рантидева, мы, даже не находясь на этом высоком уровне, можем медитировать на них и постепенно сможем достичь такого же уровня. Just meditate on these great devotees, hear their glories, chant their holy name, and you'll automatically advance. Просто слушайте о таких высоковозвышенных преданных, медитируйте на них, повторяйте святое имя, и автоматически вы будете прогрессировать. Hare Krishna. So, I'll take a question just for 5 minutes because I understand there's another seminar I'm giving on book distribution. Yeah. So since I'm also giving another seminar, I wanted to talk on book distribution a lot more in the afternoon. Сейчас я могу ответить на несколько вопросов всего лишь, потому что еще будет семинар, я буду читать еще семинар по распространению книг, и больше я там об этом расскажу еще. Вопрос есть? No questions? There is a question. Yeah, we can shake. Вопрос, что святое имя должно пройти все оболочки, там, ум, разум и достичь души, чтобы связать с Кришной. Как важно помнить об этом при повторении, да? Какой вопрос? Okay. When you're chanting, instead of worrying about what to remember, just concentrate on hearing the sound vibration attentively. Когда вы повторяете святое имя, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что нужно помнить, просто слушайте внимательно святое имя, звуки святого имени. Just like when you're eating, you're just worried about filling the hunger. You don't really meditate. Okay, now the food is going to go to the different parts of the body. Then it's going to add vitamin A, vitamin B, vitamin C. Когда вы едите, вы просто хотите наесться досыта. Вы не думаете, не медитируете. Сейчас пища идет в то место или в другое. Сейчас я получаю витамин А, витамин В, витамин С и так далее. Вы просто едите и наслаждаетесь процессом. You concentrate on the chanting. Так что нужно просто сосредоточиться на повторении и слушать внимательно святое имя, звуки святого имени. And as you concentrate on the chanting, gradually everything will reveal. И чем больше вы будете сосредотачиваться на святом имени, тем больше постепенно вам все будет открываться. На пути достижения цели иногда встречаются люди, которые мешают выполнению обязанностей, задач, и это вызывает недовольство, а порой даже гнев. Как в этом случае? When you endeavor to reach some goal, sometimes you meet people who feed us on this path, and we feel angry with them sometimes, or displeased or angry. So, what should we do in this case? Well, you meet people who impede your path. You meet non-devotees or devotees. То есть вы имеете в виду не преданных или преданных? Non-devotees. So То есть когда встречаются. what's the use of being angry on the non-devotee? Какой смысл гневаться на непреданных? You won't understand the purpose of your anger. Они даже не поймут, почему вы гневаетесь. So there's no use to be angry. На них нет смысла гневаться. Therefore, the Vedic advises you avoid worldly association or minimize it. Поэтому ведические наставления такое, что нужно избегать общения с материалистами или свести его к минимуму. We can't permanently avoid non-devotee association. Мы не можем
полностью избежать общения с непреданными. You're a householder doing a job, you're a businessman doing a job, you naturally have to associate with Если вы non-devotees. домохозяин, работаете или занимаетесь бизнесом, естественно, вам придется иметь дело с непреданными. But we can minimize it. Но мы можем свести к минимуму это общение. Minimizing means we associate to the extent necessary and not more. Это означает, что мы можем общаться ровно столько, сколько нужно для дела, и не больше. Even if you're a preacher, book distributor, you have to associate with non-devotees. Даже если вы проповедник, распространитель книг, вам приходится иметь дело с непреданными, общаться с ними. Once a devotee asked Prabhupada, how much time should I spend talking to somebody? Однажды преданный спросил Прабхупаду, сколько времени мне нужно тратить на разговор с человеком, когда я проповедую. He was a book distributor. Был распространителем книг. So Prabhupada said, spend as much time as is necessary to get him to take the book. И Шрила Прабхупада сказал, проводи с ним столько времени, сколько нужно, чтобы он купил книгу. The point is not that he keep talking all Это не day. значит, что вы целый день с одним человеком стоите и беседуете. Once a devotee asked Prabhupada, it was a female devotee, how can I be humble and still preach? Однажды одна Матаджи преданная спросила Шрилу Прабхупаду, как я могу проповедовать и в то же время оставаться смиренной? То есть, если быть смиренной, как я могу проповедовать? So Prabhupada said, you should be a lamb at home and a lion И outside. Прабхупада сказал ей, ты должна быть ягненком дома, а на улице львом, львицей. But don't become a lion at home and lamb outside. Но мы не должны быть, наоборот, дома львом, а на улице ягненком. So when you're dealing with devotees, you be very gentle. В отношении с преданными должны быть очень мягкими и вежливыми. When you're preaching, naturally you have to be like a lion. Но когда вы проповедуете, вы должны быть как лев, естественно. So I think we're running late. I've gone 25 minutes beyond the deadline was 10:30. I think the prasad is waiting for you, Прасад вас уже ждет. Я уже... unless you want to fast. Ну, если, конечно, вы готовы поститься, можем продолжить. So I don't want to upset the schedule. Я не хочу ломать расписание полностью все. I have another seminar at У меня еще будет семинар во сколько? in the afternoon. В 1:40, да? So we'll be talking more about that. В 1:40 будет семинар. И мы продолжим говорить об этой теме.